Всем здорово, ребята, всем привет. С вами, как всегда, я, Леха. Мой ник, ребята, Интаро Адун. Уже как много лет. И вы находитесь на канале Hardplay. Всем привет, ребята, всех рад приветствовать на нашем продолжении такого довольно серьезного шоу. Я не знаю, как даже это назвать, наверное, общепознавательного такого стрима и вообще крутой идеи, которую я вам когда-то обещал реализовать. Это у нас стрим с киберспортсменами, профессиональными киберспортсменами, с людьми, которые добились многого, либо пипец какого многого в киберспорте, не знаю, как это выразить. И сегодня у нас в гостях человек, который играет за Тир-1 команду мира. Как вы знаете, это у нас человек, играющий в команде FaZe, Адрен. Друзья мои, пока сейчас он готовится, зайдет он ровно на час, потому что у них праки, у них очень такие жесткие там движники, сами понимаете. Люди постоянно тренируются, люди постоянно двигаются дальше, так что, братцы, я думаю, что стрим получится очень насыщенным, я думаю, что не особо долгим. Пару часов, я уверен, мы управимся. Всю свою аудиторию, ребята, на ютубе рад приветствовать. Еще раз всем здравствуйте. Очень редко, ребят, к сожалению, удается мне стримить на ютубе, потому что основное все время провожу на канале Твича своем. Ссылочка, наверное, на Twitch канал есть внизу, да, в описании. Ребята, это там, где проходят все стримы. Можете подписаться, можете залететь. Сегодня, кстати, у нас очень интересная вещь. Это сделаем небольшой розыгрыш. Розыгрыш, посвященный, как, в принципе, я и обещал, то, что на канале Твича есть реклама. В конце стрима 5 минут. И вот, в принципе, эти 5 минут выливаются. Вчера мы разыгрывали море всяких мышек, девайсов, комплектов. Сегодня также разыграем топовые девайсы. Это у нас от фирмы Logitech. Ребята подогнали у нас следующие девайсы. Это комплект. Это прошка-мышка. Не знаю, как хорошо ли вам видно или нет. Сам на ней играю, ребят. Сам на ней захерачиваю по полной программе. Наушники и клавиатуру. Доставать не буду, далеко лезть. Но, короче, сегодня сделаем такой общий розыгрыш. Сегодня хотел, ребят, вообще спросить, как у вас дела, что у вас нового, что у вас хорошего, интересного, потому что сегодня, вы знаете, очень много, на самом деле, новых и очень крутых новостей. Как вы знаете, вчерашним днем у нас открылся наш сайт с мерчами, очень долго мы к этому шли, наверное, где-то, сколько получается, месяца 4, наверное, шли, и поэтому, в принципе, такие цены и такое качество мега охеревшее. Не знаю, вчера, короче, припилили, подали заявку на припил, короче, оплат из-за рубежа.
То есть все это планомерно идет, по законам, к сожалению, только так. И по платежам сейчас могут заказывать люди, там можно будет оплачивать с Киви, WebMoney, короче, с чего только там угодно, ВМР, ВМЗ, короче, что хотите, то и можно, короче, запиливать будет. Значит, давайте почитаю чат, что у нас там и нового, интересного. Да, как сегодня, кстати, стрим будет идти, я совсем забыл сказать. Стрим сегодня будет идти по простой программе. Не знаю, стоит ли играть в Danger Zone, потому что времени у нас довольно немного. Я думаю, что стоит поиграть 1 на 1. Это прям 100%. Потому что всеми любимая рубрика, это, по-моему, очень крутая такая тема, то, что можно забиться с профессиональным игроком. Но, как вы понимаете, ребята, ни один профессиональный игрок, вы никогда их в жизни не обыграете 1 на 1, потому что все-таки это люди, которые сидят, тренируются просто часами, там, я не знаю, десятками, сотнями часов свою стрельбу, свою тактику, манеру передвижения, манеру вообще стрельбы. И, естественно, чтобы их обыграть, нужно приложить просто огромнейшие усилия, либо просто вам должно как-то невероятно повезти. Так что посмотрим, ребята, посмотрим, что сегодня у нас будет, чем сегодня закончится. Так что держу всех в курсе. Ждем, ребята, Адрена. Тем временем хотел бы кое-что сказать, наверное, или даже показать. Я сейчас в КС-очку залечу. Хотел бы спросить у вас, потому что мнения разделились на последнем видеоролике. Мнения разделились, и нужно нам решить, что дальше вообще выкупать, потому что в следующем месяце, я так думаю, это будет, наверное, в конце марта. Хочу выкупить еще одну коллекцию ножей. Как вы знаете, ребят, собираем самую дорогую коллекцию ножей вообще в мире. Скинов, наверное, даже. Это не только ножей. Так что давайте пойдем, ребят, посмотрим. Я сейчас быстренько залечу в КС-очку и вместе с вами подумаем. Потому что я, допустим, сам склоняюсь к коллекции Ультрафиолет, по-моему, если я не ошибаюсь, она называется. Ультрафиолет — это у нас коллекция, которая ночь мы с вами выкупили, 300, по-моему, 20 тысяч, если я не ошибаюсь, она стоила 320, 340, хз, короче, сколько она там точно стоила. В принципе, можно докупить коллекцию Дамасская сталь, все, ребята, ножи прямо с завода. Можно, в принципе, докупить коллекцию Дамасская сталь, потому что волей как-то так судьбы мы ее уже начали затаривать. Напомню всем то, что коллекция очень интересно делится, как оказалось. То есть флоты, я также выбираю самые редкие флоты, это от 3 нулей. Короче, заморочь по полной программе и посмотрим, ребята, как это вообще у нас все во что выльется. Кто-то топил, кстати, за роспись, кто-то топил... Наверное, в комментарии, ребят, к видео напишите, за что вы, в принципе, топите. То есть я хз, на самом деле. Какая коллекция вам больше интересна? Да, давайте я экран растяну. Я просто в 1280 на 1024 играю. Поэтому экранчик я вам сейчас, ребят, конечно же, поправлю. Так что не обращайте внимания, что так все растянуто. Наш сувенирный Dragon Lore прямо с завода. 1,5 мульта к нам залетело от нашего братишки Витуса Бритва. Сделал он просто колоссальный подарок. Как вы помните, ребята, мы, кстати, с ним очень скоро вживую увидимся. Прилечу я в славный город Краснодар. Не знаю, правда, где встреча будет. Ставрополь, Краснодар, посмотрим там по ситуации. Так что держу в курсе, как-то так. Братцы, кто за какую коллекцию топит, напишите в комментариях к данному видео, потому что, я не знаю, Ультрафиолет, по-моему, она тоже очень крутая коллекция, она безумно дорогая, просто там какие-то запредельные суммы она стоит. Полную коллекцию различных топовых скинов мы с вами также собрали. Сейчас общий инвентарь, там он порядка где-то, наверное, 4 миллионов, я так думаю, вывозит. Но потихонечку камбэчу, короче. Потихоньку камбэчу свой инвент. Так что вроде как все в порядке. И выловили мы с вами нож с 3 нулями 0001. Это, кто знает какой нож, я думаю, сами напишите, сами подскажете. Значит, так, давайте я сейчас быстренько цинкану, наверное, цинкану Адрену. Узнаю, на какой у него там вообще этапе, что, как у него там дела обстоят. Так, сейчас сек.
прям одну секунду, потому что выловить этих людей крайне просто сложно. Вы пока, ребят, напишите, чё, как у вас дела. Вот, видишь, все знают, все шарят, как называется. Красава, красава. Так, сейчас я быстренько, значит, узнаю, на каком у нас этапе находится Адрен. Я так думаю, он уже домой приехал и сейчас должен зайти, потому что в 16:20, по идее, он должен был уже освободиться и залететь. Так, давайте мы вот сюда вот напишем. Угу. Привет. Привет, как относишься к стримеру-актеру? Ну, к сожалению, сам лично его не знаю, но как к стримеру, как к своему коллеге по цеху отношусь нормально, здраво. Как еще относиться? Так что вроде никогда у нас никаких проблем не было. Нормальный, адекватный человек. Прикалывается, угорает также на стриме, людям настроение поднимает. Ну, вроде как. Так что все вроде как в порядке. Так, сейчас я быстренько отпишусь. И надо узнать. Кстати, мне интересно, где он сейчас сам находится вообще, потому что они же, по идее, в Киеве, если я не ошибаюсь, он сам. Так что надо будет посмотреть. Я знаю, ребята, что братишкина забанили, к сожалению, я никак на это повлиять не могу. Так что держите в курсе развития событий. Я, к сожалению, не админ Твича, так что держу в курсе. Такс. Так, отписался я ему. Сидим, ждем. Ждем-с. Давайте из чата сообщений почитаю. Что там, как, что нового, что интересного. Мы в Дискорде. Такс. Так, ну что, все, братцы. Музыку я, наверное, максимально потише сделаю. Сейчас она не мешает, не громко, ничего. Сейчас я прям постараюсь ее потихонечку прям сделать. У нас там за окном бомбят, я не знаю, что там, стройка идет, там, хз, короче, что творится, но держу всех в курсе. Так, сейчас я, ребят, что-нибудь. Спасибо за саб. Спасибо, братцы. Давайте, да, вот так сделаем. Угу. Оба. Ты знаешь Романа Минько? А ты знаешь Ираклия Зарядьянова? Нет? Вот и я тоже не знаю Романа. Все, братцы, сейчас влетает Адрен. И, собственно, начнем мы наше общение. Так, Угу. 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 Ну что, всем, ребят, приятного просмотра. Всем про игрокам, да или просто, ребят, хватайте опыт, чекайте, что вообще есть нового, интересного. Так что, погнали. Да, я понял уже сейчас. Еп. Так. Здорово. Привет. Привет, привет. Здорово, здорово, родной. Все, я стримчанский запилил, ребят, вкратце ознакомил, как сегодня будет стрим проходить. Так, сейчас я у ребят спрошу, видно, слышно? Все, ребят, все в порядке? Ровно? Слышно меня, слышно? Да, прием. Прием, первый. Да. Не, вроде нормально, все ровно, все в порядке. Слушай, ну чё, привет еще раз, рад с тобой наконец-то познакомиться. Слушай, задам сегодня... Здравствуй. Да, задам взаимно, я скажу. задам сегодня тебе ряд вопросов, довольно простых, где-то каверзных, где-то, знаешь, не в виде интервью, а чисто вот люди не хотят, наверное, видеть, да, там, слышать, что вы там, чем вы, где, как занимаетесь, там, знаешь, такие для галочки вот эти вот всякие разговоры, а просто люди, наверное, хотят узнать, ну, допустим, вот смотри, вот первый вопрос, с чего ты вообще начинал вообще в КС свой путь? Вот откуда ты вот так раз и... Появился, да? Да. Ну, это было в далеком 2004 году. Мгм. 2004-2005 год я начинал играть в Quake. Тренировался, Мгм. я был там вообще, мне вот 14-13 лет. Играл в Quake, думал, все, это моя игра, буду тренироваться, буду выигрывать чемпы, и все будет хорошо.
И вот Quake убирают, соответственно, с чемпионатов. Я думаю, хорошо, Здорово, что Леон. переходить теперь? Я наконец-то Что типа прилетел домой. задрачивать? Если И интересно, смотрю, есть игра такая поделись. Counter-Strike, прекрасная игра. Я думаю, слушайте, почему бы не попробовать? Командная игра, вроде интересно, можно давать камбэки жесткие. И вот как-то так оно закрутилось Мгм. все. Слушай, ну крутяк. То есть ты свой путь по факту начал с 2004 года. Правильно? Да, правильно, да. Ага. Слушай, а вообще как-то долго ли там раскачивался, можно так сказать, либо сразу ты, можно сказать, окунулся в этот вот мир профессиональной игры? Сколько ты вообще тренировался, из каких ты команд начал свой путь? Так, хорошо. Если начинать с 2004-2005 года, то... Мгм. Нет, я все скажу так. С 2004 по 2009 я, Мгм. наверное, просто не вылазил с компьютера. То есть у меня не было ничего, ни личной жизни, ни учебы, ничего. Я просто посвятил себя полностью этой игре, играл на полном энтузиазме. И, то есть там каких-то ну, больших заработных денег на этом не мог рассчитывать на большие деньги. То есть просто верил, что эта игра когда-то станет большой и будут большие призовые. Я все-таки начну здесь выигрывать. Но ставка была совсем не на это, я просто хотел выигрывать. Я любил выигрывать и любил соревноваться, и всегда это было у меня в крови. Мгм. Поэтому как-то вот оно так, ну, то есть сейчас я пожимаю плоды всего того, что я сделал там прошлые 10 лет, наверное. Слушай, Как-то ну так. это очень круто. То есть ты просто сел и стал потихонечку топить какой-то своей мечте, правильно? То есть потихоньку, потихоньку, потихоньку идти к тому, что ты хотел, правильно? Да, именно. И то есть я стремился сразу быть лучшим, потому что я, когда я приходил в эту игру, у меня не было цели там просто поиграть или там потренироваться. У меня была цель выигрывать, стать лучшим и почему-то доказать всем, что я это могу сделать. Потому что Мгм. я не люблю, на самом деле, я не люблю, когда мне говорят, что я что-то, чего-то не могу сделать. У меня это очень сильно мотивирует, и я начинаю доказывать обратно. То есть вот эти вот, знаешь, как жизненные такие челленджи, правильно, всегда приходится выполнять. То есть тебе говорят, что не сможешь, а ты идешь к своей цели, несмотря ни на Да, что, да, да, правильно? вот именно это, Слушай, ну вот это я очень и... круто. Да, Это очень мне, похвально, очень круто. мне Собственно, повезло именно с такой чертой характера, наверное. слушай, а вот смотри, ты себя изначально вот как-то вообще видел как профессиональный игрок, то есть было ли в тебе это? Либо ты просто как бы вот хотел, да, грубо говоря, чего-то добиться, ты вообще понимал, что когда-то ты сможешь играть на про-сцене, на киберсцене, то есть было Конечно, ли в тебе такое? конечно, я когда начинал, я Мгм. сразу уже метил на про-сцену, на, как говорят сейчас, тир-1, то есть у меня даже других мыслей не было. То есть надо, если там кто начинает, то нужно именно с таким подходом подходить к этому. То есть Мгм. позиционировать себя как потенциального тир-1 игрока и не думать даже о других уровнях. Всегда надо стремиться Мгм. к То большему. есть ты вообще изначально как бы реально вот прям сказал, что все, я свою жизнь хочу посвятить какому-то одному делу. То есть, Ну, допустим, в игре целом, в да. КС. Вообще, когда я еще что-то делаю, допустим, играю или мне всегда хочется это делать хорошо. Я сейчас идет большой хайп вокруг игры Apex Legends. Я Ну боюсь в нее да. заходить, потому что я думаю, что я проведу там очень много времени и захочу в нее играть очень много. Поэтому я как-то не захожу в Мгм. нее пока. Но тоже, да, есть какие-то такие, так скажем, какие-то позывы в сторону этой игры. То есть ты ее Конечно, ну, вообще видишь как какое-то будущее тоже? То есть есть ли у а, нее вообще будущее? вообще вот, такие игры не появляются так же, как и PUBG Мгм. появилась, там Fortnite. Да, Fortnite стрельнула, но и Apex Legends, я думаю, что ее не просто так создали. Ее сейчас очень сильно промоутят, и я думаю, что она будет тоже большой игрой. Мгм. Но для себя я не вижу эту игру как профессиональную. Да, пофаниться можно, но как профессиональный нет. Уже все. То есть Counter-Strike One Love. Мгм. То есть ты в КС-ке, можно сказать, до конца. То есть Да, допал. все, я уже здесь. Всё. Меня уже затянуло, и Black Hole, в общем, все. На этом крест. Все На правильно. этом крест. Слушай, как ты вообще адаптировался под переход
в новую команду, то есть как это вообще происходит, может быть, даже, знаешь, как не просто, да, вот эти вот общие фразы, а именно как вообще, вот, допустим, сейчас происходит переход в профессиональную киберспортивную команду? А, именно мы говорим сейчас про Фейс или в целом вообще? Ну, допустим, на примере Фейс. Вот конкретно ты попал в фейзы. Как это вообще происходило? Как тебя вообще вот пригласили? Чего ты добился, может быть? То есть, чтобы людям был какой-то стимул, те, кто хотят попасть на про-сцену. Ну, хорошо. Если говорить про Фейс, это вообще отдельная история. Мгм. То есть все знают, что я ушел из команды Gambit. Ну, то есть ушел на скамейку и, грубо говоря, отдыхал, потому что Мгм. слишком у нас было много проигрышей. И я решил как-то вот отойти от всего этого на некоторое время, чтобы прийти в себя. И получается, за где-то 2 недели до окончания, до закрытия дедлайнов на мажор, мне написали Фейс, написал Нико, говорит, что, слушай, ты бы не хотел бы за нас сыграть на мажор, и Мгм. я подумал, почему бы и нет. То есть это хорошая возможность поиграть на мажоре и при этом выиграть его. Мгм. Ничего особенного такого не было именно в переходе, потому что я числюсь как стендин, и то есть я бы не сказал, что есть какое-то большое отличие там от гамбит, тех же, которые я выступал. А, Только англоговорящая команда и другая организация. Мгм. Все остальное примерно одинаковое, то есть ничего особенного. А именно сейчас расскажу про гамбит, Мгм. каково это там, допустим, молодым игрокам переходить в новую организацию. То есть если вы там сидели дома и попивали чай и играли, то сейчас, приходя в про команду, вы должны уделять этому больше времени, относиться к этому больше уже серьезнее намного. Будет какое-то расписание. Скажем, с утра ты встаешь в 10 утра, идешь там, не знаю, завтракаешь в 11, идешь в зал, потом ты обсуждаете, тренируете стрельбу, и начинается подготовка к мажору, там играете 6-7 карт. То есть это уже тяжело будет тоже найти здесь свою личную жизнь, как-то свободное Мгм. время, потому что это уже профессиональная команда, это уже что-то больше, чем просто играть с друзьями дома, паблик, Faceit. Слушай, ну, допустим, смотри, вот как, наверное, такой может быть довольно личный вопрос, постараюсь его так помягче тебе задать, потому что в любом случае это всех касается. Когда-то, ну, сложно, конечно, киберигрока со стримером сравнивать, но мы, те люди, которые тоже себя посвящают, да, полноценно стримингу, развитию своих каналов, тоже мы дома толком, ну, на своем вот примере скажу, я прихожу, ложусь спать, встаю и просыпаюсь, и дальше что-то куда-то двигаюсь. У вас Да. еще это хлеще, еще круче, потому что вы постоянно в перелетах, постоянно в каких-то движениях, движниках. У меня очень простой к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вот вообще изначально близкие, да, отнеслись к тому, что ты, ну, грубо говоря, я просто знаю, как это со стороны выглядит, да, сидит чувак, постоянно за компом, постоянно играет, по-любому там, да, особо не зарабатывает. То есть как вообще вот поддержали ли тебя твои близкие и как вообще вот к этому отнеслись, ну, к твоей Ага. мечте? Так, ну, мой брат там был геймером, он там тоже играл в Quake, тоже профессионально, Мгм. поэтому с ним особо проблем не было. Но он единственное, что говорил, когда я начинал, он говорил, слушай, не начинай эту фигню, типа, тут ловить нечего, занимайся другими делами, это полная фигня. Вот опять Мгм. же, то есть мне сказали, говорит, не занимайся этим, но я думаю, так, значит, надо заниматься этим. Вот. А мама очень просто. Она поначалу была против, она переживала за мою учебу и прочее, но когда я первый раз поехал на турнир в 2005 году на Сингапур, на World Cyber Games, мы там взяли второе место, там $25 000. То Ну, есть, то есть, получается, да, да, по получается. 4 тысячи долларов на каждого с учетом там всяких налогов и прочего. Мама немножко поменяла свое мнение. Говорит: "Сынок молодец, в 15 лет поехал в Сингапур, там привез какую-то денежку и, говорит, молодец, занимайся дальше". Молодец, А, да, сынок. да, друзья вокруг — это в основном были геймеры, поэтому не было никого, кто мог меня судить, То есть что у я тебя делаю. довольно в этом формате путь сложился по лайтовому такому варианту. Все, опять же, почему? Потому что ты старался, стремился к своей цели и, в общем-то, показал близким то, что вот
что я Да, могу да, и что я... Мое могу и мое хочу, они примерно это как-то схожи и приносят какой-то профит и не только тебе, а близким и всем остальным. да, в этом плане мне повезло, потому что я знаю, там очень много у меня было тиммейтов и там вообще друзей, которые играли профессионально, что у них были очень большие проблемы с семьей. У них там, получается, мама или отец там Мгм. очень сильно напрягали, не давали играть, там, приходили во время турниров, там, забирали. То есть э, это было, ну, да, я так смотрел со стороны и думал, слава богу, это не я, то есть у меня тут все попроще, и я с таким не сталкивался. Но я реально не завидую таким, то есть такой ситуации, потому что это очень неприятно. Но сейчас, я думаю, в этом плане попроще будет, потому что есть что показать, есть к чему стремиться, и есть вообще как бы показать родителям, что это такое и к чему это может привести. Ну, как я считаю, киберспорт, он развивается и развивается в довольно таком масштабном формате. Видишь ли ты вообще, допустим, будущее киберспорта, то есть не как даже формата киберспорта, а уже, может быть, на Олимпийских играх, либо как ты вот вообще видишь развитие? То есть, ну вот ты Знаешь, как я, опытный я, в игрок. я в 2014 году выступал на закрытых азиатских играх официальных, то есть как олимпийские, Мгм. это азиатские игры были, мы ездили в Корею, и мы там заняли бронзу, у нас с нами ездил еще Саша Энфейсер, он Саша Инфейсер. Вот, в общем, он взял золото, и мы приравнивались как сборная Казахстана, то есть мы были наравне с пловцами, там, с кикбоксерами, с тэквондисты, тайские боксеры. Там куча-куча людей из сборной, и нас собирали всех кучу и говорили. То есть тогда я уже понял, что это был 2014 год, что это в скором будущем приведет, скорее всего, к Олимпийским играм. Но если это Мгм. очень сильно захотят китайцы и там запушат Азия, то я думаю, что вполне реально. Ну, по идее, да, все инициативы, они зачастую приходят именно оттуда, и весь пуш идей каких-то идет именно с той стороны. Ну, я честно от себя буду очень надеяться, то, что когда-то киберспорт попадет уже в олимпийские такие дисциплины. И, по-моему, это будет очень круто, потому что зачастую всякие мероприятия собирают просто колоссальное количество людей. В онлайне сколько людей смотрит, это просто какие-то несусветные онлайны. Так что очень надеюсь, то, что все это дело дальше будет развиваться. Слушай, Да. подскажи, пожалуйста, наверное, такие инсайт-инфа чисто для зрителей на нашего канала. На каких девайсах ты сейчас конкретно играешь, то есть на турнирах, чему отдаешь предпочтение, потому что это всегда зрителям было очень интересно, то есть в интернете крайне сложно найти именно достоверную информацию о том, на чем вообще вы вот играете, на каких девайсах. Так, хорошо. Сейчас я играю на мышке Logitech G Pro Wireless. Это такая симметричная мышка от Logitech. Мгм. Я просто поначалу я ее не понял, как эту форму, все, она мне не очень сильно нравилась, но сейчас она уже как бы зашла мне. То есть я играл на ней на мажоре, и все было прекрасно. Мгм. Я играю на клавиатуре Xtrfy, я точно не помню модель, сейчас я посмотрю. K2 RGB, если это кому интересно. Мгм. Такая Я люди, думаю, простая, да, погуглят, посмотрят. да, простая, удобная клавиатура. Мне нравится механизм, и она, то есть нету запозданий. Там, если зажимаешь, бывает Мгм. такое, зажимаешь 3 кнопки, 4, то у тебя какая-то кнопка не работает. То есть такого нету. Обыкновенные наушники тоже Xtrfy, я точно не вспомню а, модель, потому что я их... Она у меня лежит в багаже сейчас, я пользуюсь другими Мгм. наушниками, просто я сейчас в гостях, поэтому... Вот. И коврик SteelSeries. Вот мне в Польше подарили представители SteelSeries Именной, коврик наверное, Face. да? Красный. Нет, просто Да-да-да-да. красный коврик Face, если, может, видел кто. Ну, я видел, Очень... но вживую не видел, но так видел. То есть, Да, то есть как вот, фотографии, можно так сказать. да, подарили, вот, классно, мне нравится, вот. И все, больше... Ковер же он большой, правильно, по идее, должен быть? Он меньше, чем... да, он как все обычные Мгм. SteelSeries коврики, такие разноцветные, как Hyper-Beast там и прочие, вот, такого же размера, такой же Мгм. толщины. Слушай, ну мы, значит, сегодня с тобой один на один будем играть 100% на равных. Почему? Потому что у меня тоже сейчас скиллуха, знаешь, как прет. Я практически уже в Нави там приглашали, но я отказался просто, чтобы, ну, там, пацанам не Ну мешать. да, Думаю, ладно, хрен с ним. Вот, тоже, правильно. тоже перешел на удивление. Вот ты просто говоришь, я уже ребятам даже на личном примере показал. Тоже на мышка прошка. И как-то переход был
очень простой. То есть вот это вот отсутствие провода, я буквально за сутки уже понял более-менее эту мышку. То есть вообще, что она из себя представляет и как вообще ей Да, работать, это можно очень... так сказать. Честно говоря, я вот удивился, что здесь сенсор, он совсем другой, то есть не как там на других Да. мышках. Здесь как-то оно ощущается немножко по-другому. Мгм. Для меня это как раз идеально и подходит. Жиза. Полностью Да. согласен. Слушай, еще какие-то были у меня вопросы. Общий тоже такой вопрос, потому что задаю его, стараюсь всем. Просто, чтобы, знаешь, это голубой мечты не было, чтобы люди понимали, с чем они столкнутся в любом случае, с какими трудностями. Подскажи, пожалуйста, как вообще вы очень много летаете из города в город, из страны в страну. Подскажи, как вот вообще конкретно тебя это сильно ли задевает, то есть сильно, ну, тяжело ли тебе это все, потому что смена часовых поясов, смена климата, это довольно такая жесткая тема. Либо тебе вообще плевать, ты, грубо говоря, наушники в уши запилил и все, и полетел. Ну, здесь есть, я скажу так, здесь есть несколько этапов этого самого. Ну, во-первых, смотря сколько перелетов. Ну, скажем, если там ты летаешь раз в месяц или 2 раза в Мгм. месяц, то это уже тяжеловато. Тоже зависит от а, региона, континентов, куда ты летаешь, насколько длинный перелет. Мгм. Ну, в общем, скажу так, что вначале это будет прикольно. То есть, да, классно, мы там летим в Америку, там, в Китай, неважно. Ну, то есть, эти длинные перелеты, какой-то хайп, круто. Мгм. Второй, второй период это когда ты уже все, ты говоришь, все, я не могу, это невозможно. То есть у тебя начинает голова болеть, там ты не можешь нормально выспаться, потому что смена часовых поясов, там со здоровьем бывают проблемки, потому что Мгм. реально столько перелетов и ну, то есть надо как-то следить, то есть приходится пить витаминки какие-то, чтобы восстанавливаться. И ты уже такой, знаешь, на негативе. Такой думаешь, Да-да-да, постепенно только напрягать да, начинает. да, напрягает, думаешь, ты смотришь такой, там, у тебя 3 турнира, ты говоришь, блин, в Америку, потом обратно в Европу, потом обратно в Америку лететь. Ну, это же... С другой стороны, если так посмотреть, то, чувак, ты летишь в Америку, потом в Европу, потом еще раз в Америку, что ты жалуешься? То, но, с другой стороны, это реально выматывает. Мы так просто, у нас была такая серия турниров, когда мы там летали то в Китай, потом оттуда в Америку, из Америки в Европу, потом еще раз в Америку, то есть был дурдом. И третий этап наступает, когда ты, как говоришь, одеваешь наушники, и тебе уже все равно, что происходит. Ты просто сел и полетел, и Как ты уже машина все. просто. Ты Да, знаешь, ты то, уже, что тебе да, это нужно, ты сел, и ты даже не задумываешься о том, что ты там устал, не устал, все. Ты да, сел и у тебя погнал. просто уже режим робота. Я уже, допустим, ну, так одеваю наушники, смотрю там многих людей, я вижу эти этапы, у них там кто-то радуется, там, знаешь, такой хайп, они там летят, кто-то там сидит тоже уставший. А я сижу, мне пофигу, я смотрю, думаю, блин, это ужасно. Слушай, тоже такая довольно крутая инсайт-инфа, потому что зачастую это все, да не зачастую, а всегда это остается за кадром по факту. Тоже у всех стараюсь спрашивать так аккуратно, но вроде ребята никогда попой не поворачиваются и отвечают на этот вопрос. Подскажи, пожалуйста, конкретно Face Team, да, то есть в которой ты сейчас состоишь, встречаетесь ли вы просто, то есть вот не где-то в кафе, в ресторане, отдыхаете ли вы, общаетесь ли вы, может быть, ваши там девушки, жены между собой общаются, то есть есть ли вот это вот, то есть Ну, я, то, что да, никто не видит. да, я расскажу. То есть я достаточно не так, то есть не так давно в Face Clan, Мгм. там 2 месяца, и, так сказать, прям настолько сблизиться с ребятами ну, то есть пока Не еще не успел удалось. еще, да. Да, я их знаю достаточно давно, но прям чтобы вот так, знаешь, там наши там девушки, жены, там кто-то Мгм. общались между собой, такого еще нету. И еще один фактор, то, что мы живем все в разных странах, и возможности видеться и встречаться где-то там в ресторане или там, не знаю, такой нету. Но когда мы на турнирах, там, конечно же, мы общаемся вместе, то есть нет такого, что там, знаешь, отыграли игру, все разбежались Мгм. по номерам, и все там и лежат, Встали из-за смотрят. компов и все ушли, короче, каждый по Да-да-да-да-да. своим норам. Такого нет, конечно, мы там очень много проводим вместе время, там ходим по всяким барам. Ну, то есть Мгм. нормальное общение такое дружеское. Нормальное То есть, человеческое общение. конечно, да, это, ну, то есть я очень был приятно удивлен, что ребята все такие открытые, и нету там каких-то там, может, кто-то так думает, звезд там, ну, то есть такого не Звездной присутствует. болезни ни у кого нет, короче. Да, все адекватные, все спокойные, все предельно ну, ясно выражают свои мысли, если что-то хотят там сказать. То есть
нету никакого напряга в этом плане. Слушай, ну это очень круто. А откуда сейчас ребята вообще? Где они сейчас на самом деле, ну вот, находятся? Ну, в каких странах, Сейчас, я имею в виду? сейчас все Каждый дома, из там, игроков. получается, Гвардиан, он в Словакии, в Братиславе, Нико, он в Боснии и Герцеговине, я не знаю, Мгм. где именно там он, но где-то в Боснии. Рейн у себя в Норвегии, в Осло, скорее всего, это точно не знаю. Обалдеть. Да, и Олаф в Швеции, в Стокгольме. Вы вообще все по разным странам. То есть Да, каждый вообще, игрок, да. у вас даже с одной страны нет, не то, что там уж с Да, города. нас раскидало, так сказать. Жестко, жестко. Но и при этом, как показывает сейчас ваши результаты, вот последние, вам это не мешает, вы двигаетесь также к своей цели и очень, по-моему, круто играете, потому что мы за вами смотрели, тоже за вашей игрой наблюдали, и, по-моему, получилось все очень круто. Хотя могли бы и лучше, как скажут Да, многие конечно, да. фанаты. Хотели, конечно, тоже, ожидали большего, но получили то, что получили. Ну, я думаю, это урок также для всех, и будете больше просто времени еще играть, еще... У вас есть цель, как ты правильно говоришь, то есть цель, есть к чему стремиться, есть куда идти, и, по-моему, это Да, именно. очень-очень-очень крутая вещь. Слушай, после стрима у меня будет вопрос или, может быть, даже просьба к тебе. Это тоже так и из всех общая такая у нас вот просьба, пока вроде никто не отказывал. На каком, во-первых, вопрос, на каком конфиге ты играешь, то есть сильно ли он у тебя изменен, и если не сложно, мог бы ты оставить в описании к данному видеоролику, да, то есть мы припилим просто свой настоящий конфиг, на котором ты реально играешь, допустим, ну хотя бы последний турнир, на котором ты играл. Это Не чисто, проблема. это чисто для Да. наших ребят, те, кто нас смотрит, те, кто за нас топит. Хочешь, я просто скажу сразу скажу прикол здесь, то что я конфликт не менял, я скажу, года 3-4. Вот. То есть всегда сидишь И на одном. да, то есть, если я, допустим, у меня один и тот же конфиг всю, ну, то есть, грубо говоря, всю CSGO карьеру, ну, не всю, ладно, 4 года. И если что-то я меняю, я уже меняю во время, то есть, чемпа непосредственно. То есть, я Мгм. просто загружаю конфиг, пишу exec, а дальше уже э, меняю уже сам. То есть, я не знаю, как его добавить это в описание. Там я очень много всяких там sensitivity меняю, то есть и А мы мелочи прям, только. знаешь, как напишем, я сделаю видос на эту тему, то есть прям отдельный. И Хорошо. это такая инсайд инфа, эксклюзив такой небольшой для ребят с нашего канала. По-моему, получится Окей, очень круто. окей. Потому что многие считают то, что все дело не в руках, а именно в конфиге, в настройках, в разрешении. Кстати, на каком разрешении играешь? 1024, Black Bars. Все очень просто. Все элементарно и просто. Да, все Ну что элементарно ж, просто. сейчас предлагаю показать свой скилл на деле, зайти поиграть один на один, хотя это Да. ничего абсолютно на самом деле не доказывает, по-моему. Но будет интересно. Я там даже почти, наверное, выиграю когда-нибудь. Может быть. Так, Почему? Есть большой шанс выиграть меня. ага. Хорошая шутеечка, братан. Нет, я это так, я на полном серьезе, поэтому Да не-не-не, ну я так. поддамся, я сам знаешь, я Ну поддамся. спасибо, все, я тогда спокоен. Тогда я спокоен. Я понял. Танюх, ты здесь? Да, Закинь привет. серверочек, пожалуйста. Да, Привет, сейчас, привет еще Адрен, ты раз. умеешь сам создавать локалки? Э, Или... Ну, как-то умею, да. Как Ну, как-то лобби бывало. открыть, пригласить Лешу и просто создать Давай, как-то... сейчас иду. Да, Вот так. и... Так, давай я тебя приглашу сначала тебя в лобби, потому что мы Мгм, так не добавлялись. Потом, не, сначала я Таню приглашу, потом Таня мгм. пригласит тебя, и я тебя там добавлю после этого. Да, да. Так, хорошо, теперь надо найти сначала. Сейчас, я тебе помогу, подожди. У тебя какой никнейм-то? Такой, как всегда. Не Синий. поверишь, да? Нагибатор 228. Нет, не про меня. Так, сейчас. Ты в Да-да-да. КС уже? Я в невидимости, сейчас я зайду. Ну, Я в ну, КС, если что. понятно. Держу в Да, курсе. тебя я вижу. Все, я зашел. Так, тебя я У добавила. меня китайские иероглифы, если что. Да, я знаю. Если вдруг. Если Да, что, говорит. да нет, у меня в отдельной папке. Сейчас. А ты можешь посмотреть? У меня лобби открыто, ты можешь меня посмотреть там, Да, где есть. пожалуйста, подождите присоединение к лобби. Я пытаюсь.
Этот сеанс игры теперь недоступен. Давай так, а вот Я все. тебе дала приглашение. Вот, Вот шикарно. всё. О, у тебя звания нет. О, Ой, и у хорошее, меня нет. хорошее Офигеть. звание. Big Star? Это Big Star или кто? Да. Это, Но у наверное, нас Big Star. вообще беда Да сейчас вообще. нормально, сейчас профессиональная игра будет. Так, ну давай, приглашай его. Так, сейчас, Адрен, секунду. приглашай Сейчас, Лёшу. секундочку. Мгм, Да, Я вот добавил в друзья сейчас. мгм. Лёша, А принимай. там вообще добавилось, потому что у меня там 1 500 000 заявок во френды. Там все О, прошла. Да, Сейчас, подожди, я отменю, короче, все заявки, просто так даже быстрее будет. да. да. Мгм. Я тоже перед тем, как добавить, тоже отменил все заявки. Да там миллиард их, ну, там за сутки накидывают, я уже даже не успеваю их просто ежедневно отменяешь, прям сидишь и уже потом болт забил на эту тему. Да. Да-да-да, ребят, как говорится, True главное story. не в ноль, да, главное не в ноль, вот это согласен. Так, все, жду заявочку, кидай. Да, главное не ноль. Ты Да. чуть поддайся, и если что. Типа того, да. Слушай, а часто вы вообще аимки тренируете? То есть, А, часто ли вообще? это индивидуально, то есть Мгм. кто как, и кому там аимки, кому-то нравится ботов, кому-то вообще нравится просто не играть, а смотреть, как другие играют. Потому что я помню, мне рассказывали, был такой игрок Хаус, Мгм. который был CEO Ашер, вот, и мне рассказывали про него, что он брал, говорит, там еду какую-то, смотрел, как другой разыгрывается, и тем самым он разыгрывался сам. То есть То есть это реально, это такая история из этого? Реальная история? история жизни, да. То Офигеть. есть мне так рассказывали, говорят, что он реально, говорит, никогда не тренировался альбом, он просто садился и смотрел, как играют другие, и когда он садился играть, то есть он То есть он не уже играл плохо, заряжался, можно сказать, он да, уже он это играл хорошо, да, жестко. Все, я тебе кинул приглас, друзья. да, сейчас. Так, да, и скажите, когда вы там... Всё. Если у вас не получится просто сервер создать, я создам вам побыстрее это все. Все, хорошо, я это так, сейчас ты, наверное, ливанешь, Синди? Да, это Или и как? хочу Мгм. сделать, да. Подожди, так давай я заново создам. Давай. Подожди, Да. я просто помню, что здесь было намного проще раньше. Ну, так и Раньше есть. было лучше, да. Добавь его в пати просто. Найди им карту, у тебя есть в мастерской классика, им классика, и все. Типа, и запускай. Дальше прописываешь там МП фризитайм 0, ну ты понял, да, А как ты сервер мы что играем сейчас? один на Один на один. один просто, да, обычная А имка. имап, да? Да-да-да. Да. Так, это хорошо. Это все хорошо, у меня просто нет обычной карты. Все, вопросов нету. Принимай лобби. Я сейчас создаю вам лобби. Сейчас, говорит, все Принимайте. будет. Все будет. Да, я просто сам удивился сейчас, что у меня нет своим карты. Простой. Адрена, хотел у тебя еще такой вопрос задать, так, чисто пока настраиваем все. Слушай, а поскольку конкретно вот ты тренируешься в среднем в день, и как вообще тренировки проходят? Это же тоже очень людям интересно, раз мы в Здесь, КС зашли. да, Мгм. здесь главное понимать, в какой ты форме находишься, что тебе нужно, как сказать, тренировать, что тебе нужно забустить. И все зависит от этого. Допустим, если тебе не хватает стрельбы, то ты уделяешь там в день в течение там 10 дней на стрельбу там часа 2, скажем так. Мгм. То И есть когда ты просто понимаешь, тренировка, что... правильно? То есть Да, просто просто тупо тренировка, тренировка да. И стрельбы. да, через 10 дней, если ты понимаешь, что твоя стрельба уже на уровне, ты перестреливаешь там кого угодно, ты видишь, когда кто-то выходит на прицел, и ты его убиваешь, то все, у тебя стрельба, в принципе, хорошая. То есть лучше она уже не будет. То есть как бы ты ни старался, она лучше уже Мгм. не будет. То есть нет смысла ее дальше тренировать. Просто можно поддерживать каждый день, там полчаса, там минут 20 разыгрываться, играть там, стрелять ботов, это нормально. Мгм. А ты как А, обычно вот разыгрываешься? Баты, либо бой а я, насмерть? у меня Как? то же самое. У меня также от настроения. То есть если я Ага. сижу, такой думаю, так, я чувствую, что мне нужно сейчас поиграть ботов. Ну, пострелять ботов. Я хочу, Я я и стреляю другую ботов. карту поставлю. Да, извините. Еще раз Мгм. выйдите. Мгм. Сейчас другую карту. Я стреляю ботов. Если я Мгм. думаю, что мне нужно поиграть ДМ, я играю ДМ. То есть это также Ответь, индивидуально. пожалуйста. В общем, Когда видос по главное настройкам здесь это играть много. Самое главное. Здесь неважно, Просто да, монотонно сидеть и просто да, тупо именно играть. выдержка нужна здесь именно вот монотонно сидеть и мышечную память. Потому что когда наступает стрессовая ситуация, то твой мозг выбирает именно то, что ты довел до автоматизма. Поэтому, Привет, ну, Лёша. стрелять ботов каждый день Смотрю просто тебя там с подругой. стоячих ботов Можешь тоже. конец стрима Ну да, тоже посмотреть? верно. То есть Линки ты вот сегодня так, завтра так, то есть у тебя всегда это все, как сказать, происходит по-разному. То есть Да, ты сегодня вот я хочу пострелять ботов, завтра я хочу зайти там пострелять пару часов на ДМ, то есть как угодно.
Вообще, Да, именно. Ну, мгм. главное, это есть последовательность. То есть именно, если ты уделяешь 2 часа времени стрельбе, то ты должен именно 2 часа уделить этому, потому что без перерывов, без Мгм. прочего, потому что это реально, ну, то есть тогда толку не будет. Если ты там пострелял 20 минут, отдохнул 15 минут, там еще 20 минут, то есть толку не Мгм. будет. Вот надо именно без перерыва 2 часа стрелять. Ну, то есть при этом вы также тренируетесь друг с другом 1 на 1, да, то есть вы все равно играете, вы, Ну, как сказать... стараемся, да, Мгм. кому интересно, кому нет, то мы стараемся, да, играть. Мгм. Так, что мы начинаем или Так, как? сейчас, да, Да, давай вы мы готовы? потренируемся, да, чтобы тоже Разомнитесь, не да. задерживать. Сейчас я музыку Куда ты собрался, слопну Адриан? фоном. А, нельзя. Сейчас, Нельзя, да, так? сразу. Да. Не-не-не, тут профессиональные все игроки, сейчас все пойдет, попрет тут. Так, ну все, Я понял. короче, это главное не в ноль, как говорится, да. Слоган Ну, наш прост. я тогда сейчас сяду, как Доси обычно сидит. Как Доси сидит обычно. А как он сидит? У него особенная поза? Он не напрягается. Так что. А, он вообще... Все, погнали, Так, давай. мы Давай, АВП давай. не берем, да, так понимаю? Или можем брать? Ну, я бы не стал Потому что, брать, потому что я думаю, я и так в ноль да, залью. хорошо. Я просто на втором этаже увидел такой прекрасный ствол. Мгм. Который ты любишь. Не-не-не. Ну все, поехали. Маленько Да, готовы поразыгрываемся. все? Да, маленько поразыгрываемся. Давай, знаешь, как быстро отыграем один раз отыграем, как он называется? Один раз отыграем, Да, вармап. да, Типа вар, такой. да-да-да, просто. Я-то, ну, Так, как бы я тоже профессионал практически, так я что у меня я просто, да. понял. Не, ну, Слушай, да-да-да. как его? Мы до скольки играем сейчас? Как, Да как? я не знаю, давай, 16 классика, да, да 16, до быстро 16, отыграем, да. побед. Окей, быстро отыграем, хорошо. Да-да-да, быстро. я думаю, здесь все недолго будет, судя по всему. Так, ну я Какой-то, сейчас попробую как-то. мгм. Так. Уже что-то напряжение идет. Я Да-да-да, чувствую, все, нарастает. напруга пошла. Не, ну Да, здесь тебе повезло, как бы, ты сам видишь. я согласен. Я ничего не говорю. Так. О, а ты О, ну да. говоришь, видишь как? Не, ну все, Это Фейза, прикол. если что, там, я знаешь, кого следующего брать. Да, я могу тебе оставить имейл на заявочку. Куда Все, оставлять? отлично. Эмейл? Кем- Эмейл на заявочку, я думаю, там таких Да. заявок со всего мира. Я не Ой, знаю, сколько. я взял нечестный ствол, ну ладно. Попробую тебя убить его. Ам, Ладно, я выкинул. какой... Слушай, кстати, как вообще Каугам? Горит, не горит с них? То есть на А, каких-то... В нашей команде горит. Прям то есть, жопа, ну, по-хорошему пригорает, да? Ну, то есть, никто не хочет играть, потому что все знают, что ее понерфят в любом Мгм. случае, мне кажется. Но и То при есть этом, все понимают, что это все дело скоро прекратится, конечно, потому что я, жопа я, в горела этом, даже, я, в- по-моему, у комментаторов последний этот. Так, я в этом были уверен. моменты. Я в этом уверен. Что его понерфят, потому что это ствол, это просто, я не знаю, Читерный. творение Божье. Не, ну это было, да, это было очень жестко. Это Это просто, как-то, да. это один из моих любимых пистолетов, поэтому, Чешка? ну, видишь, да. Ну, то есть я люблю этот пистолет, ну, то есть люблю управлять им. Мне То есть кажется, Дигл, немногие умеют вообще стрелять. ну вообще да. Дигл вообще тоже классная штука мне. Дигл, Тоже если... заходит, короче. Главное разыграться. С Диглом Мгм. главное разыграться. Если не разыгрался, то ты с него не попадешь. А ну-ка, я разыгрался? Разыгрался, Нет. по ходу дела. Ну, я первый промазал. Наверное, нет. Ладно, я шучу. Я на самом деле не такой... Видишь? Да-да-да, вижу. Не пошло. Не залетело, не зашло. Ну, вообще, расстроился. Слушай, а во Сижу. время игр как вообще с флеймом справляешься? То есть, если у тебя эта тема... Здесь тоже есть разные этапы. Что-то у меня это не знаешь. скипается, слышь, тап нажал, и она зависла. Или так и должно быть? Это магия. Это я Это- специально. Это мои 4. Это этот... Прикинь, короче, слышь? Синди тут? Да, я вижу. Лол. Прикинь? CSGO сломал. Прикинь, CSGO просто. Я первый раз вообще такое вижу. Просто Это тупо Не-не-не, тап смотри. открытый и все. А, вам надо рестарт ставить. Подождите, я что-то 5-10 закончу, сижу такая. Щас. Не, ну 5-10 Так, это ну уже, да. подождите, вы
Вы готовы вообще? Ну, типа, Да мы всё? можем начать, в принципе, да, чтобы Адрена нам долго не задерживать. Он как бы сейчас Да, быстренько сольет, и я все, готов. и да. Да, я И... готов, да. Я быстренько сейчас. 16:02 и... Все, я ESL конфиг загрузила, все О, как на какая ты громкая, турнире. Ты слушай. очень громкая, да. Извини. Ты прям Минус просто уши. А вот минус так уши у вот. всех. А Ой, вот так вот. Так так получится? хорошо. Да, Да, так вот так так получше, приятнее да. даже Так, звучит. Спасибо. Все, погнали. так, все, мать, рестарт и го. Ну давай, все. Все, поехали. Так, Адрен, выйди Так. на мид, выйди просто. Ага, вот Это вышел. мы Так. представимся. То есть, Короче, это да, типа для видеоролика, ну типа это серьезно, да, вот мы так я вот понял, да. встретились, не разминались, да. Короче, братва, у нас сегодня в гостях в нашей битве с киберспортсменом. Ой, болею. Ребят, сегодня у нас в гостях в битве с киберспортсменом у нас игрок, завоевавший свое имя долгими часами, неделями, годами игры. Это игрок команды FaZe Адрен. Адрен, желаю Всем тебе привет. удачи, да, Привет. желаю не слиться сейчас, да. Я тоже я тоже желаю себе удачи. Тебе. Да, ну что, все, по первому выстрелу поехали и начинаем. Чё, Ставим мы будем ставки, смотреть. господа. Все, Не поехали. хочешь начать с того, что мы возьмем по диглу сейчас? Станем диглу? спиной Давай. к спине. Да. И это И как? значит, Ну-ка, это что-то новенькое. то есть, Так. нет, мы типа отходим Ага. до А, несколько шагов. как этот? Да. И Дуэль, мы... дуэль. Главное, чтобы у тебя был дигл в руках. У тебя А, дигл? все, дигл, да-да-да. Да, все, смотри, теперь мы Так. отходим, то есть на счет 3 мы отходим, Ага. разворачиваемся и стреляем. Готов? Смотри, Так. раз, два, 3. Я просто сидел секунду и наблюдал за тобой, как ты разворачиваешься. Я просто сейчас развернусь, да? Сейчас, подожди. Да, я думаю, это было очень... Ладно, погнали. Так, ну что, Все, все. готово? Да. Ну, рестарт делаем. Не, а зачем всё. рестарт? Не надо, А, не всё, надо. окей. Все, Всё, норма, нормально, да, играй. Это было Это- честно, это начало. Это было весело. Я просто такого не ожидал. Я развернулся и смотрел, как ты разворачиваешься. Я сам не особо ожидал, если честно. У тебя, походу, сенса маленькая. Сенса маленькая, да, очень маленькая. Я Да. не знаю, почему никак не могу я перейти на более высокую сенсу. То есть у меня прям... Я обратил внимание на это. О, 2-2, уже чувствую напряженность. Да-да-да, уже пошла напруга, все. У меня все, у меня уже ладони Все, вспотели, это булки тильт, напряглись. дизмораль. Все, Всё, next меня сейчас выиграем. Все, я начинаю потеть, все, я начинаю потеть. Слова, говорит, великих, next выиграем. Да. Первая разыгровочная, как говорят. Да-да-да. Первый разыгровочный, говорит, второй не Знаешь, считается, а дальше уже, играет- говорит, мажор домой летим, Да. блядь. Знаешь, есть такая категория людей, которые говорят, первым играют в матчмейкинг, проигрывают его в салат и говорят, да, это первый разыгровочный, потом дальше нормально. А, будет». то есть даже среди киберспортсменов есть такая тема? Есть такая, конечно, ты чё? Знаешь, Ничего сколько себе. киберспортсменов проигрывает в матчмейкинге? Это, То есть реально они заходят и просто заливают ММ просто? конечно, да, пишут чуваки на матчмейкинге. Отцы играют там, ты чё? Там такие задроты, что, не знаю, не снилось нам. Они такие мувы делают идеальные, что лучше не играть там. Это для нас уже, знаешь, это другой уровень. Надо сначала поиграть на про уровне, чтобы выйти на матчмейкинг. То есть это все наоборот у некоторых. У них Да, идет в обратном порядке. Да, поэтому я жду тебя, выходи. Спасибо. Слушай, а как зажимаешь обычно или все по ситуации? Там, тапами. Да я так, да, я чисто на инстинкте. Уже на Да. наигранных часах, годах. Да, то есть уже так. Я стараюсь не думать об этом. Просто делать то, что у меня рука сама делает. Видишь, уже не так уж и страшно. 8-5, Да, в я принципе, согласен, уже. да. Я А просто ты сейчас можешь играть прям в полную силу, вот хотя бы до перерыва? Ну, то есть, до да. перерыва, Да. 2 раунда. Да. Ну, я постараюсь, я не обещаю, конечно. Все как? Как это вообще работает? Ну вот так оно. Вот так я напрягаюсь, видишь, как очень сильно не могу попасть. Ну все, 10-5. Не, ну Просто, уже не в ноль, Ну, так что я нормально. скажу так, террористы это не сильная сторона. В А, общем. то есть сейчас у меня должно вообще залетать. Да, у тебя просто. большое преимущество, да, сейчас. Поэтому
Это такая карта, это КТшная карта, поэтому. Видишь? Да-да, это КТ-сторона, так что я думаю, сейчас сразу... У тебя, как бы- у тебя просто преимущество, там, у тебя ящики просто заняты. Так, Я подожди. поменяла вас. Ты да, поменял? Зачем? уже- О, Ну, ну так, все, я в тильте, короче, все. Вас не надо менять. Так, что происходит? Все Я тоже ни хера не понял, но было очень интересно. Ты был Адрен за КТ, а Лёша был за Т. Я вас свапнула. Спасибо. Но сторона закончилась 10-5. Слушай, а ты не хочешь в ESL идти как админ работать там? Ну, я тебе админ конфиг как надо для тебя. Видишь? Я правда Смотри, сейчас ни хера не понял, какой счет, но 10-5 было. минус 87. Нормально. Да. У меня, я говорю, преимущество, поэтому... Адрен, а много вообще фанатов? То есть много ли ребят, которые, допустим, вот просто тебя видят, подходят, то есть сталкиваешься кстати, с этим в жизни? Вот, последний год прям очень сильно зачастили. Даже, знаешь, я приезжал там в Москву не так Мгм. давно, и Я в сидит курсе, да. пацан, пограничник, и смотрит на меня. То есть я вот стою в очереди, там где-то 7-й, 8-й, и он постоянно смотрит на меня. Я к нему иду. Я подхожу, он такой, я даю паспорт, он на меня смотрит, такой говорит: Адрен? Я говорю, да. Он говорит: блин, слушай, не ожидал, говорит, тебя увидеть здесь. Классно. Он так сидел, то есть он так долго проверял паспорт, и он такой держит в руках паспорт, говорит: слушай, не хочу тебя запускать, говорит. То есть он просто вот... Говорит, не хочу тебя говорит, отпускать, говорит, хочу просто поговорить с тобой здесь. Я говорю, чувак, мне нужно ехать. Говорю, я говорю, с удовольствием, но Слушай, мне ну нужно это ехать. прям вот фанаты уже. Это такие люди, которые они... Он, наверное, сам опешил, он Он вообще, да, он был такой, обалдел. знаешь, обалдел, говорит, блин. Ну, то есть часто бывает, я, допустим, в аэропортах очень часто Мгм. встречаю там, ну, пацаны там молодые подходят и там так, ну, я вижу очень много взглядов, которые все стесняются, там, знаешь. Есть, которые, Боятся это вот, подойти. это, да, вот со стороны они так смотрят, ты видишь то, что это они тебя узнали, Да, но при этом не подходят. да, они такие шепчут между собой, знаешь, типа... Смотри, это он, и не он, да. Да, Подойдем, да, не я говорю, подойдем, как, что да, делаем? вот. То есть я говорю, что стесняться. Я понимаю такую вещь, как я сам, допустим. Я встречал там некоторых футболистов, там, Мгм. знаменитостей. Я не хочу к ним подходить, потому что я знаю, как это порой бывает, там, если ты там долгий перелет, и что-то это напрягает. То есть... Но я считаю, что это нормально. Если ты там хочешь сфотографироваться, это нормально. То есть, если бы, я скажу так, если я бы увидел Дэвида Бекхэма, неважно где, хоть он там был при смерти, Подошел бы в любом у случае. него, да, я подошел, сказал: чувак, можно фотку? У тебя руку оторвало, я понимаю, но давай сфотографируемся. Да, сделай То есть, селфи, пожалуйста, я понимаю, что... да, то есть, поэтому это такое. То есть, я думаю, что не надо стесняться, подходить надо. Все мы люди. Жиза, абсолютно то же самое говорю каждый раз своим ребятам. Так, это что такое? Это попытка. Ну да. Видите, что заканчивается на 5-10, поэтому мне Мгм. приходится слабо. Так вот, все уже, не надо. Все, я ничего не делаю, я да, просто ничего не- да, прописал, мне ничего не надо. Я Всё, знаю, спасибо. Спасибо. ESL рассмотрит заявку. У меня эта фигня опять висит. Табличка на экране. Да? Мгм. А у меня не висит почему-то. Ну это баг, ну, Причем, знаешь, как умри. время этого... А что если я тебя убью? Подожди. А ну Что если я попробуй, тебя убью? попробуй. Не, Не Мне пройдет? кажется- Не, висит. Прикинь. Ну все, значит. А, вот, Почему я слышь, не- ушла Да табличка, нормально, прикинь. она После ушла? смерти, да, ушла. Да. Ну все тогда. Тогда Всё? считаем, что... Да, 10-5. забей, я сейчас камбэкну нормально. Ну все тогда. Вот это префайр был. А, ну Профессиональный. ясно, с щитами, да-да-да. Это я просто у Сашки Симпла позаимствовал на сегодняшнюю встречу. Ну, никто же не знает, что он с читами шпилит, поэтому... Да-да-да-да, но это инсайд инфа такая, мы никому не скажем, да. Да, это, ну, то есть не надо распространять. Надеюсь, мы не пишем же, да? Не-не-не-не, мы не сейчас это чисто так, для своих. Да. Отлично. То, что нужно. Да-да-да. Так, ладно, сейчас Я, я... правда, сбился, какой у нас счет, но ладно. Все нормально, счет хороший. Вот, видишь? Уже сейчас поправим, сейчас все поправим. Подкрутил, Игорь, подкрутки. Так, мне нужно вантапнуть. Нет? Нет, не получается. Хорошо. Дигл.
Нет, хорошо. Кольт. Где? Справа. Слушай, а может ты не будешь с кольтом стрелять? Ты возьмешь ЦЗшкой, будешь ЦЗшки? Да я вот тоже думаю, я говорю, может, Шара чаще залетает с этой. О, тут камбэк намечается, я смотрю. Да тут, говорит, когнитивный резонанс. О, как. Ну-ка. Так. Мгм. Ну, это чтобы так, этот, пыл. Убавить темп, чтобы все было хорошо. Adreno Simple пример многим молодым игрокам. Ну, здесь я соглашусь. Это Ну, люди, самое главное которые там, очень да. много играют. Но Адрен, получается, он, наверное, даже больше играет. Или Ну, если по Simple в времени, гостях не то было? да. Simple в гостях не было. Я, к сожалению, не знаю, сколько он играет. Но обязательно его приглашу. Он играет позову. очень много. Я знаю, что он играет очень много. Он даже после проигрыша в полуфинале он пошел и Да, стримить и играл. стрим был, да-да-да, я смотрел. То Ну, есть это очень, да, такой показатель. это серьезный. круто, да. Да. Слушай, давай, знаешь, как сделаем? Одну аимку по фану отыграли. Вот сейчас можешь отыграть вообще вот тут? То есть вот как бы ты играл, допустим, я не знаю, со своим тиммейтом? То есть просто мне интересно, реально, можно ли вообще убить? Вообще, вот в принципе. То есть Нет, я сразу скажу, можно. Можно убить. шара какая-то. Ну, то есть, я не скажу, что это что-то особенное, просто, ну, можно попробовать. Я Давай попробуем. постараюсь. Давай, Давай, если есть попробуем. время, если у нас позволяет, да. Я, конечно, да. Давай фастом сделаем. Просто прям одну Погнали. аимку бахнем, то есть вот как есть. Вот сейчас будет самое интересное. Ребят, Хорошо. пишите в чате настоящий счет, который, вот как вы думаете, какой сейчас будет. Рестарт гейм 1. Я Давай, просто всё, вас поехали. свапнула Мгм. сначала. Всё, Всё, поехали. погнали. Погнали. Ну, попробуем сейчас. Так, Не знаю, первый как. разыгрывочный. Это Да, нормально. первый раз точно. Первый это тренировочный, это не считается у нас. У настоящих киберспортсменов это... Ого! Видишь? Я сам охренел. короче, самая такая штука, это когда ты напрягаешься, то не всегда так хорошо выходит. Да-да-да, Хотелось бы. жиза. Так, ну все, я один раз Адрена убил, я теперь сейчас всех из друзей в ВК просто отлетят все. Скажу, вы. Никто играть не Смотри. умеете. Ты сейчас реально играешь, как есть? А, конечно. Да. Нет, серьезно, я не помню, серьезно, я просто этот... В хорошем настроении. Да. Видишь как? Не идет игра. Я сейчас возьму свой этот ствол. Бешеный. Все, я в зуме. О, аук Я- это я- сила. я- Не-не-не, я- бери. Мне даже самому интереснее, на самом деле. Не, это нечестно, нет. Я, То есть ты аук это- считаешь вообще просто ну, читерным? честно скажу, аук я воспринимаю как оружие для нубов, честно. То есть, ну это... Не, ну а в этом нет ничего такого. Это, я считаю... Ну да, то есть это я так, ну, то есть мы так воспринимаем, то есть это... Я играю с него иногда, то есть некоторые позиции я юзаю. Жопа у меня Аук. даже горела. У человека, который в КС вообще играть не умеет, когда Тима на мажоре берет, допустим, 4 ауга, там и 1 АВП. Да, это 4 абуз, ауга то есть- это жестко, это, конечно, это такое себе. Это такое, знаешь, Да. когда люди пошли легким, более легким путем, вот так скажем. Хотя Да, тоже, вот наверное, мы- надо уметь стрелять, надо признать это. Мы недавно с Мо обсуждали эту тему, Мгм. то есть мы пришли к выводу, что аук-то был все время, то есть Да, таким. да. он был все время таким, то есть крутым, можно сказать, таким читерским, просто это был дороже, чем Кольт, намного. И поэтому я думаю, что люди спохватились только тогда, когда, знаешь, о нем сообщили. Резко, То есть- резко начали, да, бузить уже. Да, то есть скажи Valve там, типа, мы понерфили, не понерфили, мы понерфили там цену с 4500 до 4400. 4, И все да-да-да-да-да. такие, о, все такие, давай брать его. Ну, я думаю, что это Ну, где-то, да, такой где-то, наверное, жиза. психологический фактор, мне кажется, что люди начали брать его, потому что упомянули просто, что есть такое Упомянули, слово, просто, ребята. да-да-да, его начали форсить, наверное, и поэтому Да. как-то так. Вообще, я очень надеюсь, что Кольт глушителем, как в 1.6, вернут, и ты сможешь зажимать все 30 пуль и наслаждаться хайлайтами. Слушай, ну это было бы вообще просто прекрасно. Я, наверное, больше даже играл в 1.6, чем в CSGO, потому что никогда не играл на каком-то профессиональном уровне, хотя с хакером как-то ездили даже, когда в начале его карьеры в каким-то там местным, областным каким-то турнирам, что-то даже занимали, по-моему, если я не ошибаюсь, но
потом как-то у меня интерес как к профессиональной дисциплине, он не то что пропал, а, наверное, просто и возможности ни команды не было. Хотя ребята, Ну, я понятно, многие, понимаю, да, да. допустим, с моего города, они добивались, и в Виртусах, вот конкретно Хакер играл, по-моему, Да, я еще помню. кто-то, то есть такие И, кстати, ребята. я всегда путал хакера с Эвилом. Я не знал, кто из них кто. Жиза, да. Я просто... Они там были так, ну, вдвоем ходили постоянно, и я просто говорю, кто из вас хакер, кто из Тут вас Эвил. Хакер Рома, а Эвил я не помню, как его имя. Я тоже не Честно. помню. Неважно. Так, ладно, я, короче, беру этот... Иди- Тяжелую артиллерию. Давай. А часто, допустим, ты сейчас на какой позиции играешь? То есть, или, может Э, быть, рассматриваешь? Даже вот так вот, наверное, Ну, вопрос спрашиваю. вообще, насколько я играю в свою карьеру, играл роль хелпающего чувака, который всегда помогает кому-то, где-то, ну, бегает, в общем, по карте, ротируется. Мгм. И роль там второго авика, когда Ну, удавалось. то есть, авик ты частенько тоже берешь, допустим, Да, даже авик. здесь я Ну, смотрел просто, да, на последнем мероприятии. Было, по-моему, ну, очень просто круто, то есть. я, ну, то есть люблю просто, ну, скажем, да, в фейзах сейчас достаточно уже людей, кто стреляет с АВП, там и Нику стреляет, и Мгм. Гвардиан как основной АВП, и Олаф как человек, который в свое время тоже играл много с АВП. И такие, то есть все зависит от позиции, на какой позиции ты находишься, как ты, что ты смотришь, и позволяет ли твоя позиция брать АВП. Мгм. Это очень сильно Ну, зависит. счет 16-8, как говорится, не в Да, ноль. Главное, не в ноль. Не, на самом деле всегда хорошая интересно игра была, да. отыграть. Да, на самом деле отыграть интересно вот с ребятами, которые реально вот прям в полную силу играют. Интересно посмотреть вообще, можно ли убить. Ну, на самом деле убить можно, ты правильно говоришь. Можно, ребят, Можно конечно. убить всегда и всех. То есть там где-то вантэп залетит, и будь то, я не знаю, каким только именитым игроком, все равно отлетит человек. Конечно, Но ребята, можно убить, но выиграть будет тяжело. Убить можно, но выиграть будет тяжело. ну вот правильно. Слушай, ну, что я хочу, наверное, последний из заключительных вопросов, и отпустим, больше мучить тебя не будем. Подскажи, пожалуйста, вообще вот, как ты видишь свою дальнейшую карьеру, сколько, допустим, ты хочешь играть, есть ли вообще в твоем вот понимании, да, понятие, вот этот человек уже стар для киберспорта, то есть там надо уступить место молодым. Я, допустим, скажу сразу от себя то, что мое личное мнение, что вообще у киберспорта как таковых нет возрастов, то есть если люди играют и посвящают этому свою жизнь, то, наверное, напрягать могут лишь перелеты. То есть перелеты какие-то, да, вот эти движники. А все, Да, что касаемо игры, если человек профессионал своего дела, то я думаю, что можно просто по КД сидеть и играть. конечно. Я с тобой полностью согласен. То есть я считаю, что это вообще у всех в голове, то есть психологически нет такого, что ты старый там для игры, там не бывает такого. Тут не нужна какая-то физическая нагрузка. Да, бывает, что ты некоторые вещи осваиваешь менее, типа, быстрее, чем молодой игрок, но я скажу так, что все это у вас в голове. Э, Я думаю, что игрок может играть до того времени, пока он не поймет, что ему там у него есть семья, там, скажем, дети, и нужно уже больше уделять времени им, там, не летать по турнирам, Мгм. там, уделять тренировкам, потому что это занимает очень много времени. Скажем, в неделю ты играешь там 6 дней в неделю, ты играешь там по 8 часов и по 9. Я понимаю, что любая работа, она такая же, но здесь немножко иначе. Здесь ты тренируешься, ты уставший, вот там можешь вообще Постоянно не уделять разбитый, времени. да. Да, да, постоянно разбитый. И плюс перелеты, там, постоянные турниры, оно будет мешать там какой-то, ну, уделять время семье, скажем. То тогда человек уже принимает решение, что все, да, он уже как типа повзрослел, надо уже по-другому, и он начинает уже другие там пути искать и уже не играет. Но Мгм. я как себя вижу, я думаю, что я еще поиграю там годика так 2-3. Я так планирую, Мгм. потому что я чувствую, я буду играть до того времени, пока я не почувствую, что я уже не могу ничего сделать. И там, не убить никого, я вижу, что я не прогрессирую, то, конечно, тогда я уже То буду есть для тебя складывать. прогресс это стимул к Самое главное, да, дальнейшему конечно. развитию, дальнейшему какому-то движению. И если он будет всегда, то ты, в принципе, всегда будешь на плаву, как я понимаю. Да, конечно, да. То есть постоянно прогрессировать, вот что важно. То есть если ты перестаешь прогрессировать, либо ты делаешь что-то не так, либо ты уже Мгм. не мотивирован, то есть и ты не хочешь этого делать. Одно из двух. Мгм.
Вот. Слушай, ну, круто. Это очень круто. Что я хочу тебе пожелать, наверное, присоединюсь ко всем словам. Во-первых, блин, огромный тебе респект, огромное спасибо за то, что уделил нашему каналу такое внимание. И несмотря на плотный график, вырвался. Я так понимаю, у тебя сейчас дальше праки, да, наверное, уже сегодня? Нет, у нас сегодня выходной, все нормально. Все, сегодня единственный, Да, наверное, там. да, сегодня единственный день выходного, поэтому все нормально в этом плане. Я тебя понял. Слушай, ну, желаю тебе, наверное, главное это не сломиться, не поломаться, несмотря на такой лютый график и несмотря на какие-то положительные стороны, да, там, в киберспортивной карьере, отрицательные, ты прекрасно знаешь то, что тебя поддерживает, мне кажется, ну, как минимум, наверное, несколько там сотен тысяч человек по всему миру смотрят за твоей карьерой и дальше топят за вас, за вашу команду, потому что команда более чем достойная. Ребята собрались все, кто играет уже в основном черти знает сколько. Так что желаю просто удачи всем Да, ребятам. Если не сложно, там передай привет от нашего канала. Парни, показывайте обязательно, красивую игру, да. Ты, главное, дальше двигайся. И уверен, все дальше будет получаться, как и у тебя спасибо. получалось эти долгие годы. Так Спасибо что вам, спасибо, да, что пригласили. Вот было приятно пообщаться и вообще посидеть. спасибо, Вот, бро. Спасибо да, тебе огромное. да. Все, тогда с тебя конфиг, не забудь. И ребятам обязательно его закинем. Хорошо, да, Мгм. тогда, да, я сейчас Танюхи попробую это просто все закинь, организовать. если да, не сложно. Окей, окей, не проблем. Все, удачи, бро. Все, давай, пока. Пока-пока. Друзья мои, вот такие вот стримы, вы знаете, они, я не знаю, мне кажется, лично меня бы они просто безумно мотивировали на какие-то дальнейшие действия, на какие-то дальнейшие движники. Заходят по факту такие, знаете, в моем понимании, повторюсь, это только сугубо в моем понимании, легендарные, наверное, игроки, люди, которые посвятили свою жизнь киберспорту, все сделали для этого, и очень рад, то, что есть у нас возможность приглашать ребят все больше и больше. Жалко, что YouTube себя показывает все дальше и дальше с более донной стороны, оповещения вообще не приходят. Я вот лежу, сейчас сижу, у меня ноутбук здесь под рукой, не так далеко, 2 телефона, ни на один не пришло вообще никакое оповещение. Ну, очень надеюсь, то, что ребята посмотрят, ребята пересмотрят, там, кому интересно эти моменты, так что держу в курсе. Друзья мои, давайте мы сегодня сделаем следующим образом. Я, наверное, сегодня сделаю довольно необычный день, и мы с вами поиграем, наверное, на CIS-лиге, поиграем с вами. Ребят, команды КАМ-2, КАМ-1, они не работают на Ютубе, не спамьте дерьмом этим по-братски. Спасибо. Что еще хочу сказать? Наверное, с вас, как всегда, лайкосы, подписка и розыгрыш. Сегодня актив на Ютубе просто минимальный, так что розыгрыш сделаем, я так думаю, сегодня на канале Твича. На вечернем стриме я порадую своих ребят. Вечерний стрим будет, как обычно, в 20:00. Так что буду всех ждать. Добро пожаловать, ребят. Ну и рад, что такие у нас стримы заходят. Рад, что есть возможность, ребята, делать все новые и новые какие-то вещи для вас. Твой подписчик, сейчас, ребята, донаты быстро зачитаю. Твой подписчик, давно тебя смотрю, но не мог задонатить. Вот появился шанс, вот бы вернуть кейсы. Бро, те стримеры, которые кормят изо дня в день одним и тем же своих подписчиков, это, ну, такое себе. Я их не уважаю, тем более, которые копируют чужой контент, что-то пытаются сделать, а по факту сидят и ни хера не делают, кроме... Для галочки там поиграют 1 на 1, 2 на 2, 5 на 5 и потом сидят просто по КД впитывают. Ребят, надо что-то делать, надо что-то новое делать, надо что-то продвигаться, развиваться, поэтому как-то так, что я еще могу сказать. Надо двигаться, ребят, дальше, то есть делать что-то интересное. Данная рубрика, она вообще единая в мире, и очень плохо то, что YouTube ее не продвигает, то есть у YouTube такие сейчас... система продвижения, вам скажет об этом любой стример. Кстати, огромное спасибо все равно, ребят, за 15 тысяч лайков. Это, блядь, очень круто. Спасибо, что поддерживаете, несмотря на то, что я абсолютно не стримлю на Ютубе.
все равно вы заходите и поддерживаете. Это очень круто, ребят. Давайте я быстренько почитаю сообщение из чата. Может, что-то кто-то хочет спросить, сказать. Давайте быстренько я сейчас зачекаю. Такс. Так, метро будет? Не знаю, ребят, посмотрим сегодня. Я бы сегодня вообще день очень хотел взять выходной, если честно, ребята. Я сегодня проснулся, ну, говорю как есть, я тоже человек. Я сегодня просто проснулся и вообще вот так вот глаза просто убитые. Ребята, если не сложно, напишите в комментариях, кого бы вы следующего хотели видеть на этой рубрике. Так что буду очень рад. Буду очень рад, ребята, если будем дальше как-то двигаться, развиваться и делать что-то новое и интересное. Так что держу в курсе. Ну а сейчас, ребят, я, пожалуй, откланяюсь. Жду вас на стримах Ютуба. Точнее, на стримах Твича. В комментариях к данному ролику, ребят, хотел бы увидеть ваши комментарии, кого еще следующего вы бы хотели позвать. Можно, на самом деле, даже звать из-за рубежа людей, то есть переводить, можно найти человека, который будет переводить, и, допустим, позвать того же самого Скрима или ребят, там, не знаю, там, Ника того же самого позвать. Так что, как-то так, ребят. Все, удачи всем, добра, берегите себя, ребят. Ну, а я вечером, как всегда, с вами. Все, с вами, как всегда, был я, Леха, мой ник Антару Адун, и вы находились на канале Hardplay. Пока-пока, ребят.